Тайна происхождения пространственного хранилища клана Сазанами, ее создатель и передача пространственной магии. Демонстрация силы Тенри, сильнейшего из отряда Тоу, заполучившего теперь мощь, сравнимую с магической катаной. Клятва рода и рождение решимости главного героя убить семью Хакури. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Повествование начинается с раскрытия нам прошлого клана Сазанами, а именно похорон дедушки Хакури и Тенри, прошлого главы семейства. С завершением его обязанностей главенство над кланом пришло его сыну Кьори, который унаследовал силу предков, благодаря чему он получил возможность управлять пространственным хранилищем. После чего Кьора поведал нам о создателе того самого хранилища, которым был первый глава клана Сазанами, искусный обладатель пространственной магии. Около 200 лет назад им было создано пространственное хранилище, положившее начало их семейному делу, известному как аукцион Ракудзеичи. Вопрос был только в том, что нужно было сделать, чтобы преемники могли получить контроль над его пространственным заклинанием, ведь по словам того же Кьоры, магию в их мире никак нельзя было передавать кому-то другому. Поэтому, видимо, после кончины первого главы из его костей была вырезана маска, благодаря которой и кровной связи с предком все последующие главы клана получали полный контроль над пространственным хранилищем. Про то, что эта маска была сделана из костей первого главы клана Сазанами, это лишь моя догадка, ведь в манге говорится лишь о связи их костей и крови. Так что, скорее всего, маска на глазу, которую мы сейчас видим у Кьоры, это именно что кость их предка, существовавшего более 200 лет назад. Отец Хакури и Тенри упомянул, что настанет день, когда кто-то из них унаследует эту силу. И происходило все это, вероятно, на нижнем уровне Ракудзеичи в Нагино-Джо-Эн, прямо над той самой дверью в пространственное хранилище. Далее действие переходит в настоящее время, где Хакури принимает решение сразиться насмерть со своим братом, для того, чтобы Ракухира смог поскорее прийти на помощь себе. Сам же ГГ был в неком ступоре, ведь ему казалось, что даже с такими ранениями Соя был все еще слишком сильным противником для его товарища. Однако Хакури настоял на своем решении, говоря, что он готов поставить свою жизнь на кон для того, чтобы закончить наконец-то то зло, что продолжает творить его семья. Тут уже прям видно, насколько сильно изменился Хакури, повстречал Тихира. Ранее он был нерешительным и принимал все происходящее, даже трудности в его жизни, как должное. Но увидев самоотверженность главного героя, Хакури стал намного решительнее, не собираясь отступать даже в такой ситуации. После чего мы переносимся обратно в момент усиления Тенри полученным артефактом. Сиба в который раз упоминает, что исходящая духовная энергия от противника действительно была сравнима с силой магической катаны. И затем Тенри с невероятной скоростью и мощью, разламывая пол, моментально настигает своего оппонента. И заходя ему за спину, наносит удар, чудовищная сила которого своей ударной волной разгромила пол под его ногами, даже не соприкасаясь. Однако Сиба успевает увернуться и, телепортировавшись к врагу, намеревался быстро избавиться от него. Вот только Тенри, находясь в воздухе, перегруппировывается и отбивает его атаку, причиняя серьезные разрушения по области. Я удивлен, как при этом Сиба вообще остался с рукой. Видя происходящее, один из магов отряда Тоу осознал, что у их оппонента, видимо, есть откат после применения своей магии, раз уж он не телепортировался и не избежал удара от его младшего брата. Так что, не теряя ни секунды, он тут же настигает противника, дабы задержать его. После чего Кьора вновь делает свой ход и дает в распоряжение своему сыну множество клинков, которые Тенри в сию же секунду швырнул в сторону Сибы. И как ни странно, под удар попал бы и его старший брат, ведь в их семье все воспитываются с наставлениями полной защиты традиций клана, даже если ценой этого будет их жизнь. Вот только к этому моменту появляется Тихира и, используя лед катаны рассекающего облака, блокирует все вражеские клинки, тем самым спасая своего товарища. Используя угасающую силу этой катаны, главный герой сообщает, что он сможет использовать молнию на полную силу почти 2 раза, так что им нужно как можно скорее разобраться с этим противником. И видя
Видя его силу, Ракухира понимает, что именно об этой разработке Геничи говорил глава Хисяку. С помощью этого камня Дотенсики и магии Шаль Соджу хотел создать новое магическое оружие. А значит, раз уж Геничи отдали рассекающие облака, получается, единственной возможностью, чтобы контролировать силу Дотенсики, было использование магической катаны. В противном случае, его использование без нее даст временный буст силы и в конечном итоге приведет к смерти. Тихира пытался донести эту информацию к Тенри, однако тот и сам прекрасно знал последствия его использования, и он был готов пойти на это, чтобы выполнить свой семейный долг как мага отряда Тоу, до самого конца защищать Аргудзаичи. Но поскольку эта сила была временная, Сиба предложил им пока отступить до того времени, пока она не иссякнет. Но главный герой отказался от подобного решения и намеревался сразиться с Тенри, ибо раз его время жизни уже было сочтено, тогда он хотел подарить ему достойную смерть, прежде чем его тело разорвет мощь Дотенсики. И последние страницы нам показывают начало сражения Сои и Хакури, применяющих свою родословную магию. Что ж, видимо, следующая глава будет посвящена битве братьев. Интересно будет посмотреть, как быстро раскроется талант Хакури и в целом победит ли он или нет. Ведь его магия только сейчас начала проявляться, когда Соя уже ею владеет и имеет ощутимый опыт ее использования. Сама же глава мне понравилась, получилась она как информативной, так и экшонистой. Правда, я ожидал, что бой Сибы займет больше страниц, но как минимум мы увидели, что хоть он и сильный маг, но все же противостоять мощи сопоставимой магической катаной ему достаточно трудно. Так что будем ожидать следующую главу Кагурабачи. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев по поводу следующей роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем поставить колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.